Приветствую, друзья! О наушниках Timeless китайской компании 7 Гц слышал, наверное, каждый следящий за тематикой меломан. Именно от них и пошло все множество внутриканальных моделей с относительно крупным планарным излучателем. Продолжение как бы напрашивалось само собой и появилось где-то около года назад. Но тогда его сразу свернули. Сейчас же у меня в руках тот самый финальный образец долгожданных 7 Гц Timeless 2. Его сегодня и обсудим. Поехали! Коробка здесь с глянцевой вставкой, переливающимся на свету наименованием, списком характеристик и подробной схемой устройства обновленного планарного излучателя. В комплекте шла инструкция, круглый металлический бокс, фильтры на штативе и 3 набора силиконовых амбушюр, в том числе и знаменитые КБ-07. Кабель на вид хорош, он толстый, витой, со сменными штекерами и сопротивлением на каждый из жил по 24 Ома. Прекрасное решение, менять такой точно не нужно. Чашечки сделаны из металла, удивительно легкие, но, как и в первой ревизии, довольно габаритные. С внутренней стороны у них сразу 4 технологических отверстия и съемный фильтр-звуковод. А с внешней множество гипнотических, играющих на свету пирамидок и наименования модели. Смотрится это стильно, сидят они лучше первой ревизии, да и тактильно все с ними в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие примерно 4%, что относительно много. У меня на руках сразу 2 экземпляра данных наушников, и везде это плюс-минус 4%. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете сами рассмотреть на графиках. На АЧХ у нас низ приподнят на 11 дБ с пологим таким переходом на середину. Чуть менее выраженная область разборчивости, акцент на псевдодетализации и капельку притушенные, но максимально протяженные высокие частоты. Серебряные фильтры, как видите, чуток сглаживают область разборчивости и пик на 8 кГц. Серебряные круглые, наоборот, их слегка усиливают, а золотые круглые лишь чуть-чуть прибирают верха. Чем-то это похоже на флагманские Симгот EM10 и немного на Яндин Canon 2. А вот так выглядит сравнение с серебряными фильтрами против Canon 2 в конфигурации 1.0. Согласитесь, очень похоже. В стоке, то есть с обычными золотыми фильтрами, звучание Timeless 2 мне показалось четким, довольно напористым, с прекрасным разделением инструментов, текстурами, хорошо очерченными границами, но и с ощущением избытка воздуха, недостачи акустической массы и небольшой агрессией. При этом какого-то явного смещения баланса я в них не чувствую, плюс само звучание чуть ли не кристально чистое, с идеально выдержанными атаками, слегка подсвеченной динамикой, шикарной артикуляцией и столь любимым многими меломанами драйвом. И все это не в ущерб мелодической составляющей и целостности аудиальной картины. Для чего-то техничного, скоростного и требовательного к прорисовке текстур этот вид фильтрации, как мне кажется, самый подходящий. Мне же, как ценителю джазовой, оркестровой и вокально ориентированной музыки, гораздо больше понравились обычные серебристые фильтры.
Разница, если смотреть по графикам у них, не особо велика, однако тут лучше представлен среднечастотный диапазон, проявляется тот самый акустический вес и глубина, у тембров есть какой-никакой объем, а общее звучание становится более ровным, естественным и в акустическом смысле корректным. Правда, со всеми этими бонусами мы слегка теряем музыкальность, яркость окраса и уходим в сторону той самой нейтральной мониторности. Но, повторюсь, на слух это наиболее полное, приближенное к живому исполнение. Насколько это вообще возможно с 14-миллиметровым планарным драйвером. Тут стоило бы добавить, что звучание, хоть и воспринимается немного плоским и подсушенным, но не имеет свойственных планарным излучателям артефактов. Верха у них просто выше всяких похвал. Золотые округлые фильтры заметно прикрывают выходное сопло, отчего звук делается мягче, теплее и куда атмосфернее в плане масштаба. Воспринимается это как нечто среднее между обычными золотыми и серебряными фильтрами, но лично мне сложно назвать такой звук натуральным. Он интересен, однако привлекает больше своей необычностью и шириной подачи. Серебряные округлые дают столь же странный, но более агрессивный, местами даже резкий звук. Он мне понравился, друзья, меньше всего. Здесь стоит напомнить, что у меня на руках сразу две копии данной модели. На первой был хруст при установке левой чашечки и чуть более высокие искажения, из-за чего мне прислали вторую пару из более поздних ревизий. АЧХ у них почти не отличается, но гораздо важнее, что звук стал намного гармоничнее. Так что торопыгам и обзорщикам, увы, не повезло. В целом, звучание нового драйвера меня очень порадовало. Да, все еще немного плоско, однако и в этой области есть небольшие подвижки. Баланс здесь просто превосходный. Исчезли те металлические оттенки на верхах. Бас стал живым и довольно глубоким. Да даже середина при всей ее относительной нейтральности зазвучала намного музыкальнее, сочнее и более эмоционально, приблизившись тем самым к поздним Zetian-W. Плюс ценители тюнинга получили просто широчайшие возможности, включая размещение различных пористых материалов внутри звуковода. Ими можно сильнее смягчить и наполнить звучание, скажем, золотых фильтров. Разрешение тут в любом случае прекрасное, высокая четкость, не очень глубокая, но с неплохой голографичностью сцена, прекрасный баланс и цельные с превосходной частотой и динамикой образы. По погружению в материал новый планар все еще проигрывает чисто динамическим и гибридным решением, но мелодическая часть уже вышла на новый уровень. Бас тоже не такой мясистый, как на динамике, но более текстурный и хлесткий, чем-то напоминая дорогущие арматурные вуферы от Sonion. Верха подробные, разборчивые, довольно-таки протяженные, однако воздушные и тонкие по своей фактуре. Естественно, это куда лучше аналогичных моделей от Knowledge Zenith, Terrain или Celeste. Многим, я знаю, это важно услышать. А так, планар хорош в текстурах, разрешении, прозрачности и чуть ли не образцово-показательной динамике. Очень рекомендую эту модель всем ценителям тяжелой, агрессивной и требовательной к прорисовке нюансов музыки. Довольны будут и рокеры, и любители текстурной, а также вокально ориентированной электронной музыки, и даже эстеты до всего академического. Ну и напоследок напомню, что для раскачки планарных излучателей вам потребуется довольно-таки мощный усилитель. С окрасом или без решать вам, но выхлопа должно быть не менее 200 мВт на 32 Ом нагрузки.
Итогом обновленные наушники Timeless шикарно выглядят, имеют богатейший комплект, большой планарный излучатель последнего поколения и, что особо радует, целых 4 пары сменных фильтров звуководов. В минусы отнесу лишь относительно высокие искажения и спорную по параметрам первую партию данной модели. Звучит она чисто, технично, с глубоко уходящим басом, идеально переданными текстурами, просто потрясающей артикуляцией, выразительностью, мелодической частью и передачей эмоциональной составляющей трека. Стало гораздо лучше и по удобству, и в музыкальном смысле. Посмотрим, что на это ответят Zetian Wu. Отличные наушники, второй экземпляр оказался просто великолепен. Благо первые партии разошлись всяким обзорщикам. Можно, друзья, брать. А у меня на этом все. Это была модель 7 Гц Timeless 2. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них прямо нужно подписаться. Всем, друзья, добра.